What's going on, guys? She Should Be On Board is here, and I am here with Asya, the founder of Hookah Club Show. She is an amazing woman. I cannot thank her enough for what she's done for the community and bringing things to the next level. Now we're going on 4 years with Hookah Club Show, and I gotta know one thing: how the fuck do you pull this off? Организовать такое мероприятие очень сложно. Безусловно, очень сложно. Мы готовимся год. И год я... Вот только-только закончилась предыдущая выставка, и я начинаю готовить следующую. Вот где-то через 2 недели мы уже начнем рисовать план следующей выставки. Для того, чтобы сделать мероприятие такого масштаба, безусловно, нужна многолетняя работа. То есть, когда мы начинали делать первую выставку, пожалуйста, были только русские бренды. И когда я приезжала в другие страны, в частности, мы приезжали в Дортмунд, и пытались общаться с иностранцами и говорить: ребята, давайте к нам на российскую выставку. Они говорили: Россия? Что такое Россия? Где это Россия? Когда я говорила, что Россия это вот там вот далеко на севере, они говорили: да-да-да, там медведи и больше ничего. На данный момент все, наверное, страны, которые представляют кальянную индустрию, знают о том, что такое Россия, и знают, что такая выставка существует. И, безусловно, это постоянный контакт. То есть практически некоторые бренды, которые мы привезли в этом году в Россию, я их принесла на руках. Я с ними договаривалась шаг за шагом. Мы обсуждали, каким образом они могут приехать в Россию, как они могут выставляться. И это сложно. Нужно продумать всю логистику, нужно продумать все, что касается людей, которые там находятся. К сожалению, наша индустрия очень неорганизованная. То есть люди, особенно русские, не представляют, как сделать выставку и как сделать свой стенд, поэтому их приходится вести за ручку. У меня есть огромная методичка, которая 30 страниц текстом. Они должны ее прочесть, и я все время их долбаю, чтобы они постоянно: прочтите методичку, прочтите, потому что там есть вся информация. А с точки зрения своей работы у меня есть план, по которому я иду шаг за шагом. Я прохожу несколько раз в день этот план, понимаю, что я сделала для этого, что я должна сделать, я постоянно добавляю. В этом году в моем плане порядка 120 пунктов, которые я постоянно реализую. Okay, so second question I like to ask is, I've noticed that tobacco and hookahs have continually, they like there's some kind of evolution process where things have gotten better and smarter, and ease of use has gone up, and everything like that. What are some interesting things to you that have happened this year? В этом году, в первую очередь, я считаю, что одно из моих больших достижений, что я привезла те компании, которые никогда не были в России, которые неизвестны в России, но очень популярны в других странах. В частности, Мазая – это тот бренд, который очень известен, очень популярен и очень большой, богатый. Он участвует во всех выставках, но при этом он никогда не был представлен в России. Он был, табак присутствовал, но как-то так очень эпизодически, очень по чуть-чуть. Когда пошел бум российских табаков, про Мазаю вообще забыли. И сейчас они вышли настолько большим, красивым стендом, они настолько сильно себе заявили, что я думаю, что бренд приживется. Тем более сейчас есть этот сегмент. Россия начинает становиться легальной. Мы стараемся сейчас перейти на акцизный табак. И есть некоторые продукты, которые очень интересны на российском рынке, например, Адалия, Щербетли. Они интересны, но они безакцизные. И этот сегмент сейчас свободен. И в этот сегмент сейчас идет огромное количество табаков. Но при этом я считаю, что все бренды, которые не выставляются на выставке, это не только мое мнение, это мнение многих людей, они, если не выставляются, если пропускают хотя бы 1 год, они выпадают из поля знания людей, которые курят табак в России. Например, Фумари пропустил всего 1 год, и в этом году, когда они встали на выставку, все сказали: «О, Фумари жив еще? Это, поразительно, а мы даже про него забыли». Или, например,
история неуспеха Нахлы. В какой-то момент Нахла была в России супер популярна. Это был табак номер один, его курили все. Ему не нужно было делать никаких специальных телодвижений для того, чтобы быть популярным в России. Но они пропустили год за годом. Где сейчас эта Нахла? Сколько табаков встало в ее сегмент? Или Авзал. Первые 2 года Авзал был спонсором, генеральным спонсором выставки. И все про него знали, все его курили. Он пропустил всего 2 года. И сейчас вместо Авзала уже огромное количество табаков, замещающих его. Okay, guys, now that they changed the hookah out, let's continue on with some questions. So, now, there is some growth in the United States in regards to exhibitions. We have something called Hookah Expo Worldwide, which is located in Las Vegas, ran by Hookah John, and so far he's done pretty well. What kind of advice could you give American tobacco manufacturers and like people that produce pipes in the U.S. to kind of grow that trend? Не знаю, как можно привить эту культуру. Насколько я знаю, в Америке значительно больше вейпа, чем в России. Может быть, это подменяет, потому что есть потребность у человека курить. Но это немножко 2 разные культуры. Это культура не покурить на бегу, а это культура сесть и пообщаться. Я думаю, что именно это является основой нашей кальянной культуры, потому что сейчас огромное количество интернета, телефон, мы постоянно сидим в сети и постоянно общаемся между собой, не поднимая глаз от телефона. Кальян позволяет поднять глаза, отдавать трубку, ждать, когда тебе отдадут трубку обратно. И поэтому в России этого очень не хватает. Ну, этого, наверное, много где не хватает, но мы нашли для себя такой вот способ общения с людьми. И я думаю, что для того, чтобы выставка в Америке росла, необходимо, чтобы росло сначала комьюнити, которое курит кальян, которым нравится кальян, и тогда будет развиваться производство, когда будет спрос. В России есть такое понятие профессиональные курильщики и хомячки. Хомячки – это люди, которые курят не очень часто, но кальян любят и предпочитают общение за кальяном другим видом общения. В принципе, вся индустрия наша держится именно на этих хомячках, потому что они питают профессиональную индустрия чувствует потребность и тем самым растет. И я думаю, что вопрос не в организации мероприятия, вопрос не в привлечении людей, а вопрос в выращивании вот этого контингента хомячков, которых мы учим сначала курить арабские табаки, которые знают только Альфахер, двойное яблоко. Потом они начинают понимать, что есть разные бренды, что их можно пробовать. Потом они начинают понимать, какой процент какого табака положить и какой способ забивки использовать. И именно от этого растет профессиональная комьюнити, от этого растет еще большее количество хомячков. И эти люди стимулируют рост нашей индустрии. И в Америке такое возможно. Думаю, что только в случае выращивания вот этой вот индустрии. А для этого нужны энтузиасты вроде тебя, Брэндон. As you can tell, the Russian hookah industry is bigger and better than ever. And there's no denying it. So the real question I have to ask is, what do you see the German market and the Russian, the American market, how do they adapt to Russian hookah culture? How does it evolve into these other cultures? What does the Russian hookah market actually have to give everyone else in the world that is not available? Я задавала тебе вопрос, когда с тобой разговаривала. Какие страны ты считаешь страна номер 1, страна номер 2, страна номер 3 в кальянной индустрии? Я считаю, что на данный момент страна номер 1 в кальянной индустрии – это Россия, а страна номер 2 – это не Америка, страна номер 2 – это Бразилия. К сожалению, мы очень далеко друг от друга находимся, поэтому наши индустрии растут и развиваются порознь.
Но на самом деле Бразилия – это потрясающе интересный рынок, потрясающе интересно инновационный рынок. И с точки зрения инноваций Бразилия идет за Россией, потому что специфика этого рынка такова, что они разделяют процесс производства на огромное количество специализированных производств. Кальян в Бразилии единообразен по отношению один к другому. То есть у них есть производители коннекторов, и каждый коннектор подходит к другому коннектору, подходит к любому кальяну. Есть производители только блюдец, есть производители только резиновых уплотнителей на кальяны, светящиеся, там они ароматные, там еще какие-то. Я считаю, что очень сильный рынок в Бразилии. Дальше идет Америка, но Америка когда-то очень лидировала, когда-то Россия очень сильно смотрела на Америку, на нее равнялась. Но сейчас мы перепрыгнули это. И уже сейчас американские табаки, американская кальянная культура, она немножко отходит. То есть это уже сейчас не столько популярно, поэтому Америка к нам идет с трудом. Но насколько я знаю, что мы все равно активно идем в Америку, потому что рынок гигантский, и туда есть что предложить. Но когда-то я пыталась заниматься доставкой кальянов в Америку, кальянного табака, и столкнулась с очень интересной вещью. Если в России компания, которая делает кальяны, например, делает свою ставку сверху, процент сверху, ну, порядка 5-10%, 5-10%, то в Америке каждое звено от производителя до конечного потребителя наценивает 100%. И наши недорогие кальяны, базово недорогие, становятся очень дорогими в России. Плюс доставка, они становятся золотыми. И поэтому и то же самое с табаком, и то же самое с аксессуарами. Вот этот путь, он скрадывает все положительные черты российского кальяна, что он недорогой в производстве. И в Америке он становится очень дорогой. Поэтому я считаю, что очень сложно привести российскую культуру в Америку, потому что дорого. И очень сложно привести американскую культуру в Россию, потому что отходит тренд американский, мы уже переходим. People are willing to pay up to $300 for a Russian pipe. There's a sweet spot between $120 to $300. So this might go for, I don't know, $150, $160 in Russia, but we were willing to pay $300, right? Because it's industry standard. Industry standard is, if you look at American-made hookahs, they go from anywhere from $200 to $500-600. This is common. So even if this certain set were to cost $260, it seems to make sense to us because it is solid stainless steel, you got brass inserts, it's fine construction. However, American labor and the way things are priced over in America, things are higher priced, obviously. And we're kind of reaching out to Russia because that you can get more for your money and you can get the best kind of quality, even over Brazil. Brazil, they're into these tabletop hookahs that are like this big, and thunder hoses and cheap clay bowls. It's quite uninteresting to me. However, you cannot stop like this Russian trend. It's inevitable, and that's what I truly believe, is that the Russian trend is going to continue to grow because the interest is compounding on top of each other. One person gets one hookah, tells them to 2 people, tells them to 5 people, and then it continues and continues and continues. That's why you would see, even though they might see smaller sales coming from Russia, but it is growing. It might not be, one person gets a hookah and then a container of 500 gets sent. It doesn't work like that. It's a slow trend that continues over time, and we're talking about 5-10 years. That Russian hookahs are going to be something
extra special, especially when it's adapted to German and American cultures. Okay, so we all know that this exhibition was fucking phenomenal. I mean, it was over the top, amazing. I've never seen anything like it in my lifetime, which is why I always make sure I come to Russia at least once a year for Hookah Club Show, all right? So what do you see yourself in 3 years or 5 years? How do you see this growing? У нас огромное количество креативных молодых ребят. Мы очень, если посмотреть, например, на рынок Германии, они выпустили условный МИГ и на этом остановились. А у нас, во-первых, огромная конкуренция. Приходится все время придумывать что-то новое, чтобы заразить публику. Во-вторых, это очень молодые ребята, которые умеют придумать, но не всегда умеют продать. И именно в этой продаже я им помогаю. То есть, создавая выставку, я помогаю продавать даже самые маленькие, даже самые начинающие бренды. Например, Must Have – это история успеха. Spectrum – это история успеха. Они выставились на моей первой выставке, они стояли маленьким стендом, 12 квадратных метров, но я дала им эту возможность показать себя людям. И к ним на стенд на 12 метров стояла такая очередь попробовать их табаки. Для всех было... Они придумали инновационную идею. И стояла огромная очередь, табак стал востребован. После этого они взяли большой стенд, сейчас взяли еще больший стенд. И они растут в геометрической прогрессии, потому что они придумали крутой продукт. У них есть место, где его показать. Именно поэтому зал Hookah Club Show строится по двум типам. Один зал большой для уже развившихся компаний и маленький со стандартной выгородкой, где даже самый маленький производитель может себя показать. Если у него хороший продукт, он показал, на следующий год он вырастет. И так раз все. Darkside начинал с моей выставки. Первая выставка, на которой он показал себя, то есть у него была перед этим проба пера, но после он показал на моей выставке. Стоял маленьким стендом. Вторая выставка была уже 350 метров, следующая выставка была 500 метров, следующая выставка 786 метров. Они растут вместе с тем, как показывают себя на выставке и дальше продолжают расти. У них есть возможность хорошего стартапа. Если продукт удачный, стартап будет расти в геометрической прогрессии, потому что у нас много потребителей, потому что наша индустрия очень многочисленна и всегда востребована. Next question. If you were to give any advice to the American hookah community on how to grow the hobby, as you can tell, smoking culture in Russia has grown exponentially. Okay, it continues to trend upward. How do we continue that trend for hookah in America to grow to this point where we're just as good as Russia? Я думаю, что, как я говорила раньше, индустрия растет, потому что в России нашли альтернативу алкоголю. Because Russian tradition, if you sit with your friend, you have to do something. What have to do? Drink. But now we find a new type of spending time, and we find it, and a lot of people want to have it. And trying hookah and understand it's good. You don't sit in the phone. You can communicate with someone waiting for your pipe or give you a pipe, and every time you look in eyes, and you can and this growing like grass. You can stop it. Of course, our government can stop, unfortunately. But if they don't stop us, we will growing because it is new type of spending time. So another question. Now we know that you're a big member of this community. Like you're one of the top leaders that has ever set foot in Russia and really led the way. Now I know that you are also involved in government regulations and things like that. How do you prevent additional government regulations from taking place? Because we have the same problem in the United States, where certain cities
certain counties, even certain states, that add additional regulations to hookah tobacco, and we want to stop it. We want to stop it, and there's this growing concern that the government is going to start taking away our privileges and our rights to be able to just enjoy ourselves with a hookah, and it's a problem for us, and we can't seem to get it together to stop this. Now, I know that you maybe get with people of government on the Russian side of the house to kind of prevent this or add additional ideas to prevent this additional regulation that can hinder the business or hinder the industry itself. Because there's hundreds of thousands, if not millions of people that enjoy hookah every year from Russia. So what do we do? How do we get involved? How do we get into, how do we get our hands dirty to make sure that these government regulations don't hinder our growth? I am a president of Russian Hookah Union. I communicate with our government and try to our government listen to me and to our industry. I don't know, it's in America, but We have no such thing. no. No. We in Russia all societies separate. All people live in their small world, and every lounge hate every lounge, and we not all, we not together. When we have big problem with one law which prohibit smoking hookah in building where live people. Residential areas. Yes, I understand that I have a hookah place in a residential area, and I understand that it have to be closed in a few months. What I have to do? And I understand that I have to make a union and communicate with the government. And unfortunately, I'm alone. Different people helps me, but it's not big company. It's hookah masters that give me money and say, please do something because we will die if you don't do something. And I come to this government, men in government, and say, listen to us. We are a big industry. They think that we small places, dirty places, where small guys smoking not tobacco. And I say to him, come to me, come to my lounge. Let's see that we are big industry. Come to my exhibition. You will see that it's huge exhibition. And we need have special law for hookah industry, for hookah society. Now this law is stopped for prohibited in living area, and we will create with this man create new law for hookah industry will live with normal people. And now we go to the Duma. You know, it's Duma, general government in Russia, and we send there a letter that we won't have our law, because now in Russia we don't have no one law who regulate of our industry. Now we are restaurants, hookah places is restaurants, but we have a law that prohibit to smoke in restaurants. But we say no, it's not tobacco leaves, because this law prohibits especially tobacco leaf. We say no, it's without leaves. It's a tea, it's a bamboo, it's Anything else? yes. We want that government listen to us and understand that we won't live in our society and close. If someone don't want to smoke hookah, don't go in these places, but give the law for us, and we will live with this law. We'll stay within compliance of that law. Well, I really hope that the American industry and the German industry can learn
that we got to come together. At the end of the day, we have to make sure that we take care of each other and take care of our industry. And it's important for us to come together and make sure that these things don't get overly regulated to the point where it kills something. Kills something that is as beautiful as hookah is. You know, hookah brings people together. Hookah, you know, lets people put down their phones and have real conversations. From my understanding and from what I've experienced in the past is that the best conversations are shared with this, right? You know, there's a lot of regulation when it comes to alcohol, and why can't we have the same thing? So thank you so much for sitting with me. I greatly appreciate you. I can't wait to see you next year. I can't wait to see you. So thank you so much. Spasiba, spasiba. Well, that finishes it. Thank you so much for tuning in and have a great day.